Просто ролик. Просто обычный ролик на 10 минут. Ни гостей, ни тысячи камер. Просто ролик. Просто аналитика. Давно такого не было. Начинаем? Да. Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Меньше чем через неделю в Белграде состоится турнир Бугурт Прайм 2022 года. Это финальный турнир, венчающий собой сезон, затянувшийся сезон Бугурт Лиги 2020-2021 годов. И 10 команд, которые за это время набрали максимальное количество очков, встретятся, чтобы выяснить, кто является сильнейшей командой мира. Кто-то считает, кто-то называет этот турнир финалом Лиги Чемпионов. Но я в последнее время больше погружаюсь в американский футбол, поэтому пускай это будет аналогом Супербоула. Кстати, вы смотрели матч? Блин, это была очень крутая игра, настоящий американский футбол. Я, конечно, болел за Цинциннати, но вышло как вышло. И давайте вернемся к АСБ и Бугуртам. Кстати, если вы новичок на канале и не до конца понимаете, что такое Бугурт Лига, Бугурт Прайм, вот это вот все, то вот тут я оставлю ссылочку. Был целый ролик, посвященный этому. Можете нажать на паузу, его посмотреть и потом вернуться сюда. Этот ролик мы снимаем для того, чтобы понять, кто они, участники Бугурт Прайма 2022 года. Какой путь они прошли, какие у них взаимоотношения, какие шансы имеет каждый из них на победу. Для начала давайте просто посмотрим на список участников, а для этого откроем сайт Бугурт Лиги, раздел рейтинг. Итак, поехали от первого места к 10-му. Пражские тролли 421 очко. Легенда Полноцы 262 очка. КСР Рыцарш 246 очков. Воины Света 226 очков. White Company 217 очков. Гримальди Милитес 185 очков. Партизан 172. Lions of Steel 142 очка. Медвежья 5 141 очко. И Старые Друзья 126. Только вот Старые Друзья отказались от участия в Бугурт Прайме и участвовали в Бугурт Next, которые безоговорочно выиграли, о чем есть очень большое видео с разбором того турнира, и если вы его не смотрели, то это странно. Ссылочка вот здесь. Итак, Старые Друзья отказались от участия в Бугурт Прайме, и на это место, на их освободившийся слот, пригласили команду из США Cerberus и Missus. Эти парни чемпионы Североамериканской конференции, там они набрали больше всех очков. А еще победили в турнире, который должен был быть турниром уровня мастерс, но из-за ковидных ограничений, из-за закрытых границ он этот статус получить не смог. Итак, 10 место, 10-я команда, участник Бугурт Прайма, Cerberus и Missus из США, 57 очков. Если смотреть по очкам, то вроде бы все понятно, пражские тролли далеко впереди всех. Страшно сказать, от второго места их отделяет 160 очков. Но если продолжать параллели со взрослым спортом, то это результат регулярного чемпионата, а Бугурт Прайм это уже следующий уровень. Максим, кстати, а что это на тебе за футболка? Вот это офигенная футболка? Вот это офигенная футболка. А это футболка от бренда WMFC. WMFC это российский бренд мужской и женской стритвер одежды. В каждом из нас есть дух воина, и стоит ему пробудиться, ты изменишься навсегда. Ребят, если серьезно, это очень качественная одежда, ее делают мои друзья. Они всегда очень плотно заморачиваются, знаете, по качеству ткани, по лекалам, по принтам. Их принты всегда яркие, не выстирываются. Это классная, износостойкая, красивая одежда. Я сам ее ношу, покупаю. Точнее, до недавнего времени покупал, а теперь я их официальный амбассадор. В общем, я в описании оставлю ссылочки на их социалки, на их магазин. Проходите, выбирайте, покупайте, носите с удовольствием. Мне показалось? Или это рекламная интеграция? Да. Настоящая? Ага. Че, прям денег заплатили? Ну, футболку дали. Поехали дальше. До 2020 года разделение на конференции внутри Бугурт Лиги было очень условным, по крайней мере в Европе. Российские команды приезжали на европейские турниры, европейские команды приезжали на российские. И к Бугурт Прайму было уже все более-менее понятно. Можно было практически со 100% вероятностью, ну, с 99% вероятностью предсказать, как распределяться места на турнире. Но закончившийся сезон в этом смысле особенный. Из-за ковидных ограничений конференции по факту стали закрытыми. 6 западноевропейских команд не встречались с российскими командами, с февраля 2020 года. И за это время внутри западной европейской конференции оформились свои безоговорочные лидеры. White Company из Англии и пражские тролли из Чехии. Эти двое тотально доминируют в Западной Европе, не встречая никакого сопротивления. Они привыкли занимать первые места и уж точно чувствуют себя достаточно сильными, чтобы претендовать на первое место Бугурт Прайма. Из Восточноевропейской конференции едут Воины Света из Украины и Партизан Медвежья 5 из России. И если шансы первой команды на пьедестал достаточно призрачны, должно произойти чудо или даже серия чудес, то Партизан Медвежья 5 точно едут за первым и вторым местом. Партизан – наиболее титулованная команда мира, которая прямо сейчас переживает вторую молодость. Медвежья 5 – не менее легендарная команда. К тому же это уже их третий Бугурт Прайм, и именно команда из Нижнего Новгорода в прошлый раз увезла домой вожделенный трофей. Они едут в Белград в статусе действующего чемпиона. Cerberus и Missus – сильнейшая команда Североамериканской конференции.
На первый взгляд имя молодое, но для меня, для человека, который находится по эту сторону Атлантики, поэтому в американскую движуху я погружен, не то чтобы очень сильно, но даже я вижу в составе знаковые имена. Крейг Ави, Джонни Портер, Мэтью Кридиган, Берт Скиннер, Джек Дэниелс, Джим Бим, Джонни Уокер. Половина этой команды когда-то входила в состав Iron Phoenix, в свое время сильнейшей команды США. Вряд ли стоит думать, что американцы летят на другой континент, не ставя перед собой самые амбициозные цели. Эти парни уж точно едут не за опытом. Даже у тех, кого я назвал, опыта хватит на несколько команд. Крейг Ави, кстати, дрался против Сергея Колова в профбое в рамках М1 Medieval. Он тогда не победил, но дрался очень классно, дрался отчаянно. Это один из сильнейших бойцов США. Мой американский друг сказал, что они, американцы, верят, что это одна из самых сильных команд, которая когда-либо была собрана в США. Dream Team, короче. Нас ждет турнир, где встретятся сильнейшие команды трех сепарированных друг от друга конференций. На мой взгляд, такой интриги, такого конкурентного противостояния не то что на Бугурт Прайме, а вообще в мире ИСБ очень давно не было. И оттого гораздо интереснее строить предположения. Давайте поиграем в Ангу и попробуем прикинуть, как распределяться места на турнире. Начну с последних трех мест. На мой взгляд, места с 8 по 10 займут КСР, Легенда Полноцы и Lions of Steel. Кстати, Легенда Полноцы по-русски Легенда Севера. По-польски полночь — это север. Вот так. На первый взгляд может показаться это странным, ведь первые две команды в финальном рейтинге занимают вторую и третью строчку. На первый взгляд да, но я считаю, что в условиях, когда конференции были друг от друга закрыты и команды имели разное количество турниров и боев, более важным критерием, определяющим шансы на победу, являются не очки рейтинга, а вин-рейт, коэффициент побед. Так вот, у этих трех команд из всех участников коэффициент побед самый низкий. Ну ладно, на самом деле не самый низкий. У Гримальди Милитес и у Воинов Света коэффициент побед еще ниже, чем у Lions of Steel. Но почему я считаю, что они займут более высокое место в финальном рейтинге, будет ниже. А пока вернемся к последним трем местам. Как именно распределяться места? Ну давайте подумаем. По личным встречам. КСР встречался с Lions of Steel дважды, счет по встречам 1-1. КСР встречался с Легендой Полноцы 7 раз, счет 4-3 в пользу КСР. Легенда Полноцы встречалась с Lions of Steel один раз, счет 1-0 в пользу поляков. Таким образом, я бы раскидал места так. 10 место Lions of Steel, 9 Легенда Полноцы и 8 КСР. Но правда, из статистики личных встреч мы видим, что какого-то прям тотального доминирования одной команды над остальными внутри этой тройки нет. Поэтому финальное распределение все-таки будет зависеть от состава и настроя команды на турнир. Ну а пока поехали дальше. Места с 5 по 7. Я считаю, что претенденты на них это Воины Света, Гримальди Милитес и Церберус и Миссус. Опять же, мы смотрим не на очки, а на вин-рейт. И тут может показаться, что я несколько несправедлив, и что на месте Воинов Света должно быть Lions of Steel. Но у Воинов Света за плечами 2 турнира в Украине, поэтому очевидно, у них уровень оппозиции был более сильный, чем у Lions of Steel, и поэтому они здесь. Интересно, что в течение этого сезона эти команды друг с другом не встречались. С американцами все понятно, они вообще самая темная лошадка на этом турнире. Но если сравнивать Гримальди Милитес и Воинов Света друг с другом относительно противников, о которых я говорил выше, то Гримальди имеют 1-1 по встречам с Легендой Полноцы и 1-0 по встречам с КСР. А Воины Света имеют 2-1 по встречам с Легендой Полноцы и 0-0 по встречам с КСР. На основании этой статистики нельзя все-таки сказать, что какая-то из этих команд сильнее. Поэтому давайте вспомним прошлый Бугурт Прайм, на котором Воины Света вышли в плей-офф, а КСР нет. И опираясь на этот факт, я буду котировать украинцев выше, пускай и на основании заслуг двухлетней давности. Ну что ж, исходя из этого, я бы сказал, что в этой тройке места распределятся так. 7 место Гримальди Милитес, 6 место Воины Света, 5 место Церберус и Миссус. Все-таки самая сильная команда Северной Америки. Осталось 4 первых места и 4 команды. Prague Trolls, Fight Company, Медвежий 5 и Партизан. И вот тут сложно. С одной стороны, понятно, что 2 российские команды, 2 команды из клуба Берн являются главными претендентами на победу. И, скорее всего, именно они займут 1 и 2 место. Так? Ну, мне, как члену клуба Берн, именно этого бы и хотелось. Но нельзя отрицать того факта, что последние 2 года White Company и Prague Trolls тотально доминировали в Европе. Они набирали сил и чемпионских амбиций. Это уже не те команды, что были 2 года назад, хотя уже тогда они были очень сильны. И, кстати, что White Company, что Prague Trolls едут на Бугурт Прайм в 3-й раз. И до этого ни разу они не вступали на пьедестал. Уверен, что их это бесит. Мне из России, из клуба Берн, результат кажется очевидным. Партизан и Медвежья 5 займут первые 2 места. Однако месяц назад в том же Белграде на Бугурт Нексте в разговоре с европейцами я сталкивался с мнением, что победа русских вообще не очевидна. Мол, я не представляю, насколько сильны стали White Company и Prague Trolls. И эта их уверенность позволяет нам надеяться, что нас ждут очень крутые бои в полуфинале и финале. А что говорит вин-рейт? White Company 100%, Prague Trolls 98%.
Партизан 96% и Медвежий 5 95%. Но в то же время ни White Company, ни Prakt Rolls не имели такой оппозиции, как Партизан и Медвежий 5. Они не сражались с командами уровня Боярда или Западной башни. Это точно будет эпично. И знаете что? Я не хочу тут распределять места, а просто предпочту дождаться Бугурт Прайма. Мы, кстати, поедем на этот турнир, снимем там много крутого материала, и примерно через неделю после него на канале появится большой разбор Бугурт Прайма. Не пропустите. А что думаете вы, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы согласны с моим прогнозом или ваше видение совершенно другое? Ждет ли нас интрига и европейские топы смогут подвинуться Олимпу, Медвежий 5 и Партизан? Или папочка вернулся, и англичанам, и чехам предстоит довольствоваться третьим местом? Или они и его не получат, и всех удивит Церберус и Мисус? Все же таки сильнейшая команда Северной Америки, и вряд ли они летят через океан, чтобы довольствоваться пятым местом, которое я им прогнозирую. Жду ваших комментариев, а нас ждет очень крутой турнир. Макс, кстати, а что это на тебе за футболка? Вот это? Вот эта охеренная футболка? Вот эта футболка. А это российский бренд? Бренд? Я амбассадор. Ладно, давай. Актерская работа пошла. Давай. Максим, кстати, а что это? МХАТ, поехали. Твою мать, нет, тренер не играет. Квентин Тарантино. Какие там есть? Джонни Уокер, еще какие? Джек Дэниелс. Давай туда. Да. Джонни Уокер, Джек Дэниелс. Давай. Все они в одном самолете. Мне кажется, это нормальная будет шутка.